I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Подожди 10 дней, и она воскреснет. 31 октября 2023 года в Нижнекамске священнослужитель Михаил Зубарев убил свою супругу и расчленил ее тело. Его 8-летняя дочь стала свидетелем расправы, а чуть позже вторым очевидцем стал его 17-летний сын. Рос без отца с бабушкой-монахиней. До трагического происшествия практически весь свой карьерный путь мужчина имел исключительно положительные характеристики. В информационном материале Чистопольской епархии, датированном январем 2021 года, отмечается, что он за годы служения снискал уважение паствы и доверие правящего архиерея. Зубарев родился 13 ноября 1982 года в Заполярье, в городе Мурманске. Когда Михаилу исполнилось 14 лет, умер его отец. Это стало сильным ударом для мальчика. Он даже попал в психиатрическую больницу, в которой пролежал 2 месяца. О своих проблемах с психикой и галлюцинациях юный Михаил никому и никогда ничего не говорил. Хотя официально он и был поставлен на учет у психиатра. Его диагноз не хранился в секрете. Именно из-за него Михаил не проходил срочную службу в армии, о чем стоит отметка в его военном билете. Однако при устройстве на работу Зубарев этот факт скроет. Учеба Михаила не интересовала. Кое-как, окончив 9 класс, он решил выучиться на повара, но по профессии так и не работал ни дня. В церковь пришел благодаря бабушке Екатерине, которая была монахиней. С юношества нес послушание пономаря при храме. В 2003 году Михаил знакомится с Викторией. Пара поженилась. Как это часто бывает, никто из окружения не замечал за семьей ничего необычного. Виктория часто водила в храм детей, а Михаил тихо работал. Вика даже говорила всегда «тихо-тихо», очень набожная она, вспоминают прихожане. С 2004 года в течение 10 лет служил диаконом в князь Владимирской церкви Мурманска, а в 2006 году у Михаила и Виктории появляется сын. В 27 лет Зубарев заканчивает Московскую православную духовную семинарию. Спустя 4 года становится пресвитером. В 2013 году он удостаивается права ношения двойного ораря, полагается, после 5 лет служения диаконом, а в 2016 ношение наперстного креста, который полагается за особые церковные заслуги. Спустя время семья переезжает жить в Нижнекамск, Республика Татарстан. В 2015 году у пары появляется дочка. В ноябре того же года Михаил становится помощником благочинного Нижнекамского округа, после этого клириком в храме Казанской иконы Божией Матери в Нижнекамске. С 2019 года Михаил Зубарев получает должность руководителя по профилю тюремного служения. Он проводит богослужения в тюремном храме иконы Казанской Божьей Матери в исправительной колонии номер 4. В 2020 году он назначен на должность ключаря архиерейского подворья храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Красный Ключ. Лично участвует в благоустройстве подворья, выполняет строительные работы и функции прораба. На сайте епархии в 2021 году опубликован список из многих добрых дел, совершенных отцом Михаилом, и его супругу там называют первым помощником во всех начинаниях. Можно много перечислять благие дела на радость людям, но основная работа – труд на ниве духовной. Исповедует, причащает, крестит, проповедует, чтобы прихожане укреплялись в вере и решимости изменить жизнь в соответствии с Евангелием. Писали тогда о Михаиле Зубареве представители епархии. Как отмечали сами домочадцы, у главы семьи редко, но случались резкие перепады настроения, мог толкнуть, но ни на кого с кулаками не лез, а вот когда приходил в себя, то ничего не помнил. За пару недель до убийства, 17 октября 2023 года, Зубареву запретили служение.
Было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. Он с пренебрежением относился к святым дарам, вел себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями, в свою очередь заявили Татарстанской митрополии. После жалоб от коллег и прихожан ему запретили служить на неопределенный срок. Священнику пришлось уйти на больничный. Он сидел в своей двухкомнатной квартире и не выходил. Ему все время казалось, что дома пахнет газом. Жена убеждала, что это не так, но он стоял на своем. Из-за этого и был разлад, случались конфликты. К домочадцам он относился с придирками, но со временем терпеть постоянные претензии и заскоки насчет запрета пользоваться интернетом, который, мол, излучает радиацию, стало сложно. На этом фоне 17-летний сын священника решает жить отдельно со своей девушкой, а чтобы не просить денег у отца и матери, устраивается работать грузчиком в местный магазин. Соседи не слышали, что в квартире священника происходят скандалы. Все было тихо. До 31 октября. Донесся истошный крик. «Кажется, ребенок», рассказал потом сосед семьи. В тот день иерей Михаил Зубарев должен был пойти в больницу, но почему-то этого не сделал. Утром Виктория, как обычно, начала собираться на работу. Она трудилась продавцом-консультантом в ювелирном магазине. Ее 8-летняя дочь, пока мама возилась на кухне, втайне от отца зашла в интернет. Виктория начала собирать вещи в комнате, где спал супруг. Священник проснулся и снова начал жаловаться на запах газа в квартире. «Уже устали от этого и твоих придирок», – бросила в ответ жена. Начался скандал. Священник укусил супругу за щеку, а дальше, по его словам, все было как в тумане. На истошный крик матери прибежала дочь. Девочка увидела, что она лежит на полу. На шее рана, много крови. Рядом стоит отец. Второклассница попыталась спасти маму как могла, даже по своей наивности делала ей искусственное дыхание. Поняв, что она умерла, девочка успела позвонить брату и впала в ступор. На время, придя в себя, она увидела, как отец ножом отрезает маме голову. Девочка опять впадает в сильный шок. Тем временем, по предварительным данным, священник относит голову жены в ванную комнату. По словам Михаила, он ничего этого не помнит. Пришел в себя, когда молился в комнате вместе с испуганной дочкой. Очнулся, а руки и сам весь в крови. Правоохранителей вызвал 17-летний сын священнослужителя. Зайдя в дом, он обнаружил отца и 8-летнюю сестру в крови. Потом тело своей матери и ее голову, которую зачем-то относят в морозильник. После этого вызывают скорую и полицию. Как потом молодой человек рассказал на допросе, тогда он вспомнил, что если отсеченную часть тела незамедлительно положить в холод, то врачи смогут пришить ее обратно. Они попеременно смеялись и плакали. Сестра, ко всему прочему, периодически подходила к голове матери и целовала ее в щеки, говорит юноша. Известно, что Зубарев даже пытался уговорить сына не звонить в полицию и привел аргументы вроде «подожди 10 дней, и она сама оживет». К приезду полиции и медиков пришедший в себя священник попытался отмыться, предстал перед правоохранителями в чистой одежде, только про лицо забыл, оно так и осталось, все в крови. Нижнекамский городской суд 2 ноября 2023 года избрал меру пресечения для иерея Михаила Зубарева, заключение под стражу на 2 месяца, до 31 декабря. Зубарев обжаловать это решение не стал. Если дело будет возбуждено по статье убийства, то Зубареву может грозить от 5 до 15 лет лишения свободы. При классификации дела как убийство, совершенное с особой жестокостью, ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы. Сам Михаил Зубарев настаивает на проведении судмедэкспертизы. Единственное, что я прошу у суда – пройти психиатрическое освидетельствование, потому что я на учете стою, сказал он в зале суда. Если Зубарева все-таки признают невменяемым, его отправят на принудительное лечение в психиатрический диспансер особого типа. Вероятность этого высока, ведь священник состоял на учете у психиатра, но скрывал от епархии этот факт. Утверждается, что он страдает параноидной шизофренией, которая характеризуется бредом и галлюцинациями. Причины развития заболевания точно неизвестны. Психиатры говорят о сочетании факторов, среди которых наследственность, перинатальные патологии, сильные стрессы, перенесенные в детском возрасте. Тяжесть отбывания срока будет зависеть от заключенного, говорят юристы. Если он во время отбывания наказания будет себя нормально вести,
то администрация может ему даже построить церквушку, где он сможет служить, потому что у нас некоторые преступники, находясь в местах лишения свободы, приходят к Богу. А этот священник уже как бы специалист в этой области, все знает и умеет, заключила юрист. Возможно, суд примет во внимание аналогичный случай лета 2018 года. Тогда иерей Никольско-Угришского монастыря Дионисий Горовой жестоко убил свою супругу. Даже способ схож – изрезал ножом, а тело спрятал в лесу. Причем за несколько дней до трагедии Дионисия тоже отстраняли от богослужения из-за странного поведения. Суд освободил Горового от уголовной ответственности и отправил его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. За несколько часов до судебного заседания в Красном Ключе прощались с убитой Викторией Зубаревой. Ее отпевали в храме Казанской иконы Божией Матери. Возглавил богослужение епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий. Он призвал молиться за Викторию, ее детей и за самого отца Михаила. Двое детей, оставшихся без мамы, 17-летний мальчик и 8-летняя девочка, после похорон матери оказались в больнице. Им потребовалась психологическая помощь. Родственники оформили опеку над детьми, ребята будут жить в другом регионе. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, что послужило толчком к чудовищному преступлению Михаила Зубарева? Факт отстранения от служения или проблемы в семье? Почему за 20 лет совместной жизни матушка Виктория не обращалась за помощью, если был выявлен факт домашнего насилия? Неужели священник, который расчленил свою жену, был способен скрывать свое психическое заболевание все эти годы? Своим мнением об этом преступлении делитесь в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.